В этом видео я хотел бы поговорить о растениях, которые могут помочь людям справиться с хроническим болевым синдромом. Такое состояние связано с многочисленными причинами. Так как же можно постараться помочь, не привнося нежелательных эффектов? Наибольшую частоту проявлений хронической боли одновременно с достаточно продолжительным периодом жизни обычно связывают с онкологическими, сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, болезнью Паркинсона, резистентными видами туберкулеза и многочисленными иными. Но в данном видео я сделаю больший упор на исследования и симптоматику, связанную с опорно-двигательным аппаратом и ревматоидным артритом, поскольку данная группа заболеваний требует не краткосрочной паллиативной помощи, а помощь в преодолении дезадаптации организма из-за боли, длящейся порой десятилетиями. Посмотрите данное видео до конца вместе со своим доктором, если вы вынуждены годами принимать обезболивающие препараты на постоянной основе, и перешлите ссылку на видео знакомым, если вы знаете, что у них есть подобные симптомы. В русском языке есть довольно расхожая идиома «дышать на ладан». Данное действие произошло от языческих и древнехристианских обрядов по окуриванию неизлечимо больных дымящимся ладаном, затвердевшей смолой деревьев. А сейчас дышать на ладан – это о приходящих в негодность вещах. Возможно, кому-то будет новинка узнать, как именно ладан используется для борьбы с хроническими болями. И далее в этом видео поговорим, что известно современной науке об источниках ладана, а именно о некоторых представителях рода растений Босвелия, семейства бурзеровые. Традиционно ладан приготавливался из сока растений Босвелия сакра или Босвелия священная. Также ее иногда называют Босвелия картерий, Босвелия серрата, Босвелия пильчатая, Босвелия фрериана или коптский ладан, Босвелия папирифера, бумажная или папирусная. Первые два растения, Босфелия сакра и Босфелия серрата, получили широчайшее распространение в древних классических медицинах, в китайской и аюрведической медицине. Препараты, изготовленные по древним рецептам, таким, которые уже используются больше тысячи лет, использовались для облегчения проявлений, связанных с застойными состояниями в организме. В первую очередь с застоями крови и ассоциированными, сопутствующими с этим заболеваниями, вызывающими в том числе и длительные болевые симптомы. В сочетании с мирой это смола еще одного представителя бурзеровых и дудником китайским. Видео про него также есть на канале. Лечили застойные явления в женской половой системе, как маститы, лимфодениты. А в сочетании с мирой, корнем солодки, атракдилодосами, это растения семейства астровых, хорошие сбалансированные тоники. По рецептам классической китайской медицины можно использовать смолу босфелии при одном из подвидов би-синдрома, вызванного холодом, ветром и сыростью и одновременном застое крови. В этом месте я хочу обратить дополнительное внимание людей, кому в реальности приходится сталкиваться с хроническим болевым синдромом в своей жизни или жизни близких на один момент, который часто игнорируют. Возможно, это будет интересно также и специалистам. Дело в том, что современная медицина относится к хроническому болевому синдрому практически как к самостоятельному заболеванию. Соответственно, строится и стратегия лечения, что при пристальном взгляде выглядит несколько узковатым, что также подтверждают опытные современные специалисты. А доктора классических древних медицин в некоторых источниках определяют би-синдром как некий болевой синдром. В самом деле ситуацию также хочется понимать несколько шире. Би-синдром – это действительно синдром, определяющий состояние пациента как болезненное, однако правильнее будет называть состояние как синдром блокады, препятствия, застоя, вызванного патогенными факторами. И уже вследствие этого становящегося хроническим застоя возникает соответствующая боль, характер которой в древних медицинах описывают не только по примитивным характеристикам, по локализации, по патогенезу, по длительности, по причине какой-то иной болезни, например, опухоли и так далее, а также еще в более широком смысле. Например, оценивается общее состояние пациента, например, жар-холод, дефицит энергии, истощенность организма от потерь жидкости, потливость, состояние защитных сил, беспокойность, одышка, а также локальные факторы на теле. Поэтому, к примеру, при постановке синдромального диагноза в довольно распространенных и славящихся своей продолжительностью артралгиях, та же китайская медицина дифференцирует боли еще и по сочетанию приведших к этой боли патогенных факторов, а также имеющихся или имевшихся с начала заболевания дефицитов в организме пациента.
Для неподготовленного слушателя это, возможно, звучит несколько экстравагантно, но на самом деле такой подход, согласитесь, глубже и гуманистичнее. В современных исследованиях Босвелия особенно ярко подтверждают свою эффективность именно в подобного рода состояниях, связанных с многочисленными по виду артралгиями, вызванными дегенеративно-дистрофическими процессами, различными ревматическими заболеваниями и иными причинами. Довольно свежие исследования, датированные от 2010 года и по настоящее время, я приведу все ссылки в описании к видео, говорят о том, что боль, скованность и нарушение функции суставов из-за остеоартрита начинают улучшаться после 4 недель непрерывного приема босфелии и ее экстракта, содержащего основные действующие вещества босфелии, группу босфелиевых кислот. При этом сведения по безопасности по результатам обзора исследований, а также обширных экспериментов по изучению острых реакций и дозозависимой безопасности на животных показывают, что босфелия и ее экстракт не вызывают токсических проявлений, а значит, босфелия и ее экстракт могут быть безопасным средством. Однако надо понимать, что отсутствие информации о побочных эффектах не означает, что вмешательство безопасно, так как нужны исследования на еще больших выборках препаратов, дозировках. Но в данном случае, говоря о безопасности, речь идет именно о необходимости разработки и проверки стандартизированного препарата. И вот уже в исследовании 2021 года изучали влияние стандартизированного экстракта Boswellia serrata инвиво на животных на модели артрита, вызванного коллагеном. Поэтому и реагенты для провокации заболевания были стандартными – полный адъювант Френда, коллаген. Результаты исследования свидетельствовали о том, что противоартритный эффект препарата из босфелии обусловлен регулированием противовоспалительных цитокинов, оксида азота и окислительного стресса, а также сохранением белков матрикса и уменьшением повреждений суставов. А все перечисленное и является ключевыми маркерами ревматоидного артрита. Важно сказать, что это исследование 2021 года было продолжением исследования 2019 года на группе людей. Тогда проводилось пилотное, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование для оценки безопасности и эффективности экстракта Boswellia serrata при лечении остеоартрита коленного сустава. Результаты исследования представили клинические доказательства того, что биологически активные компоненты препаратов из босфелии отработали очень обнадеживающе. Серьезных побочных эффектов не наблюдалось, что подтвердило фармакологическую безопасность тех примененных стандартизированных препаратов. Поэтому исследователи сообщают по данным исследования 2021 года на животных, что полученные результаты свидетельствуют о том, что примененный стандартизированный препарат может быть потенциальной добавкой для уменьшения боли и воспаления, связанных с ревматоидным артритом. Тем более, что при ревматоидном артрите часто наблюдается рецидив симптомов с обострением при отмене базовых противовоспалительных препаратов. И уже буквально накануне, в июле 2024 года, было опубликовано новое исследование по стандартизированному экстракту смолы Boswellia serrata. Было проведено рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование с 2 дозами препарата для оценки его безопасности и эффективности в поддержании здоровья суставов и улучшения подвижности и облегчения симптомов остеоартрита коленного сустава. Выводы исследования крайне позитивные. Были получены клинические доказательства того, что примененный стандартизированный экстракт Boswellia serrata, содержащий 30% АКББА и 50-55% других бета-босфелиевых кислот, может использоваться в качестве безопасной и эффективной добавки для поддержания здоровья суставов и подвижности при лечении остеоартрита. Вот так древние знания находят спустя тысячелетия подтверждения в современной науке. А ведь древние источники аюрведы и юнани также упоминают смолы некоторых деревьев как эффективное средство от диареи, дизентерии, стригущего лишая, фурункулов, при лихорадке как жаропонижающее, при кожных проблемах и заболеваниях крови, сердечно-сосудистых заболеваниях, при язвах во рту, боли в горле, бронхите, астме, кашле, при наличии выделений и так далее, и так далее.
Современная медицина и фармакология все чаще соглашаются использовать продукты из босфелии в качестве противоартритного, противовоспалительного, гиполипидемического, антиатеросклеротического, обезболивающего и гепатопротекторного средства. Означает ли это, что исследования приведут к разработке лекарства панацеи от боли? Хочется надеяться, но пока что наука только сделала первые шаги в этом направлении. Однако, если такое растение, как босвелия, поможет хотя бы частично отсрочить появление нежелательных эффектов от, конечно, становящихся все более безопасными, но все еще несовершенных нестероидных противовоспалительных препаратов или парацетамола, или поможет отсрочить начало приема опиоидных анальгетиков, да и хотя бы сможет продлить пациенту период перорального пути введения препаратов, это уже может считаться прекрасным результатом. Всем гармонии, баланса и наличия целей в жизни.